Дорогие друзья, доброго времени суток. Сегодня для меня большая честь была поприсутствовать по приглашению Сергея Мазаева, человека-легенды, это звезда русского рока. Вот Сергей Мазаев. Добрый день, Сергей, добрый вечер. Привет, ребята, привет всем. Я хочу сказать, что сегодня вот в этом зале, в этом месте состоялось очередное таинство музыкальное, которое дает такой заряд позитива, необыкновенной энергии и энергии доброй и светлой. Вот знаешь, как ты сегодня характеризовываешь то, что ты играешь, вот этот стиль? Вот, понимаешь, смесь вроде бы... Рок-н-ролл. Рок-н-ролл, да? Он просто разный немножко. Просто он помягче, разный, пожестче, да. помягче, пожестче. И вот мне интересно вспомнить те времена. Во-первых, ты репетировал вот в этом месте, куда ты приходил на это радио. была группа «Автограф». Группа «Автограф», да, когда ты Это еще... был прогрессив рок на излете уже, когда этот стиль уже уходил. Да, потом, в историю. значит, «Здравствуй, песня», и ты там уже начал петь. До этого, песня да? была до этого, да. Мы с Игорем Матвиенко вместе с 82 года. Да, сначала была группа Добрынина, потом мы всем составом перешли в Краснодарскую филармонию и стали называться «Здравствуй, песня», потому что тогда была только возможность только так работать под тем уже утвержденным названием Министерства культуры и штатным расписанием. Вот нас туда взяли. А потом уже после этого была группа «Осколки» группы Москвы, я играл в ресторанах в двух в Москве, и потом уже «Автограф» с 86 по 89 год включительно. А потом, после возвращения из Америки, я вышел из «Автографа» и в сентябре присоединился к ребятам, и постепенно получился моральный кодекс. Вот с тех пор так оно и есть. Вот знаешь, загадка для меня, вот, как сказать... Проходят годы, да, твой вот этот фирменный голос, он звучит, как и звучал много-много лет назад. Нет, я не соглашусь. Нет, может быть, да. Может быть, глубже, лучше. Я знаю, что ты из тех, кто никогда не останавливается. Я начал заниматься вокалом просто, а до этого не занимался, и поэтому все это было не так. Срывал чаще, не понимал, что это такое. А сейчас я занимаюсь с Аленой Александровной Долбик, и она меня научила, я могу хорошо петь теперь долго. Ну вот когда мы слушали давно-давно, когда-то на сонных кухнях песню «До свидания, мама» там и другие, я бы не сказал, что они звучали как-то не так или плохо. Я был на 35 лет моложе. Но сегодня драйв был сегодня, согласитесь? У нас всегда есть, потому что вот, Юрий Сергеевич Кистенев наш, барабанщик. Ну, барабанщик. Вот, знаешь, интересное сочетание, дорогие друзья. Это как вот хорошее вино, говорят. Сергей взрослеет, становится человеком, продюсером занимается где-то общественной деятельностью. И тем не менее, вот несет... Какую общественную деятельность? Ну, общественная деятельность – это моральный кодекс, потому что когда мы слышим словосочетание «моральный кодекс», это работа вообще такая в пространстве, согласись, да. Когда напоминаешь людям, что есть все-таки моральный кодекс, они как-то… Оно само как-то напоминается. Если мы создаем хорошие песни, люди по своей инициативе их слушают. Потому что мне, например, неудобно ходить и говорить: послушайте, это моя песня. Вот здрасте, это я. Ну, это неприлично просто. Вот вы пришли ко мне, я с удовольствием откликнулся, потому что, конечно, приятно, когда тобой интересуются, но ходить самому себя предлагать, я считаю, что это постыдно. Ну, понимаешь, не каждый еще может добиться того, что… Я вообще никаких дел нет до каждого. Да, вот… Срать хотел на всех вообще. Мне повезло, и я еще один такой вопрос задам. Вот… Есть песни, которые, знаешь, они вот открывают такую романтическую, чистую душу, да? Представляешь какие-то ночные прогулки, представляешь какое-то мышление. Очень телегеничные, они очень много, да. Вот знаешь, такой ассоциативный ряд вызывают. Да. Какие-то у каждого человека, мне кажется, личное восприятие их песен. Ты согласен, что у каждого личное может быть восприятие? Безусловно. Я уже с этим сталкивался, люди об этом говорили, что вот они познакомились на нашем концерте, дружили, потом поженились, все у них сложилось. Нет, я даже не об этом. Это, конечно, это же потому, что время эти идет. Песни, спустя 10-15 лет, они возвращают их в то самое состояние, в котором они находились. И вот сегодня вы вот играете, понимаешь, и публика, она, понимаешь, получает вот эту
какую-то энергетику галлюцинацию. светлую Галлюцинацию энергетику, в прошлое. да, и как будто не было вот этих лет, ты понимаешь, Да. вот мы говорили с тобой как-то вот там на программе, да, вот когда ты давал интервью о том, что вот, ты говоришь, мы там не рок-музыканты, там в чистом виде, ничего подобного. нет, это я. Там вот эти, знаешь, культовые группы были, как так называемые, да, где они Почему? сейчас? Где они сейчас? Ну, они кто где, кто в Кто Израиле, где, кто в да. Канаде, А кто, где. извини, уже на том свете. Ну, это Вот. да. А моральный кодекс много здесь ребят. и сейчас творит чудо. А чудо это называется чистый, светлый рок. Рок-н-ролл жив, у нас чтобы не просто- говорил, там шутил Борис Борисович, да, а он здесь Ну, Борис рок-н-ролл. Борисович, у него рок-н-ролл был только в 82 году. А потом вот как-то... Потом он ушел в такую в бардовскую. Да, сейчас он уже как бы поощряет алкоголизм, мне кажется, что Не такое. знаю. Ну, вот на мой взгляд. Как это поощряет такое? Ну, у него такие песни, там, я не хочу сейчас называть. Да, выпьем, покурим, посмотрим. Ну, это наши песни, не надо, это мы Нет, поощряем. нет, это я- наша, да, наша да. это самая ниша, не надо. И вот когда сегодня на бис, когда... Гребенщиков, он вообще не алкаш. Я шучу, конечно, Конечно, нет. Я какой говорю, ты что... Мы алкаши. Нет, ну у него там такая песня есть, время напиться, грубо говоря. Ну это отсюда. другое дело. Ну, он просто Вот. не назывался никогда, он не знает, что это такое. Он так Время интересно. напиться, оно у нас каждый день. Да, повод всегда можно найти. Но, тем не менее, ты же поборол как-то в свое время это дело. Я И напился, да, напился. свое уже выпил, правильно? Просто да, и спокойно сейчас живу без этого. И согласись, что, наверное, так лучше уже, потому В что... моем возрасте точно лучше. А вот скажи, если бы ты вернулся назад, ты что-то поменял бы в своей жизни? Конечно. Я бы себе зубы вставил раньше на 20 лет. Бухать бы бросил раньше. Вот, ну и все было бы по-другому. Вот знаешь, что интересно? Продолжаешь учиться вокалу, да? Потом оркестр, вот эта история, да? Можно в двух словах об оркестре? И потом еще несколько слов о продюсерской деятельности, и все. Оркестр это, как вам сказать, это моя детская мечта, потому что я сам воспитан в музыке, начал заниматься в духовом детском оркестре. И для меня оркестровое звучание, оркестровая вообще работа командная, она как-то мне очень... Во-первых, это чисто физиологически очень приятно. Там выделяются такие гормоны, которые, когда вы одновременно синхронно что-то делаете, хором поете или играете в оркестре, выделяется окситоцин, и получаешь удовольствие невероятное от этого занятия. Ну вот, и потом, когда у меня возникла уже возможность, так сказать, физическая, появилась идея, как это сделать, я начал заниматься. Ну вот сегодня в твоем оркестре расскажи, кто работает. Это же просто... Самая главная жемчужина нашего оркестра, это, конечно, Алена Александровна Долгих, наша солистка. Вот. Также у нас еще вокальная группа, лучшие музыканты Москвы за все времена. У меня легендарные музыканты там играют и играли. Вот. Ну, я солирую, конечно, там. И у нас уже появился наш итальянский друг Андреа Коста, с которым мы тоже сделали уже целый альбом. И, в общем, так. К сожалению, нас уже тут просят закончить. Да, я хочу сказать большое, да, я хочу сказать большое спасибо за обычно то, что это нашел время, да, спасибо за то, что нашел время, и я хочу пожелать моральному кодексу долголетия творческого, успехов, и чтобы все твои планы и мечты обязательно сбылись. Не оставайся, точнее, не меняйся, оставайся таким, как здесь и сейчас. Спасибо большое, огромное. дорогой, давай. Будь счастлив. Да, давай, мы будем радовать вас. Это Сергей Мазаев, Был с вами, да, дорогие друзья. и берите пример с лучших. Да.